Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Сегодня у нас, как видите, вновь ремонт кинотехники. И на этот раз это кинокамера Convas. Convas модель 1KSR 2M, то есть одна из последних модификаций Convas. И приехала эта камера к нам из Москвы, то есть уже в столице. Мы видим, что нет специалистов, нет мастеров, кто бы мог делать Convas, присылают в Сибирь. Да что там Москва? Вот недавно из Франции присылали кинокамеру, то есть Франция родина кино, а мастеров уже нет, которые бы знали эту технику. Вот такой аппарат поступил, с виду выглядит очень хорошо, вот я вижу, он даже почти новый. То есть аппарат, как почти новый, аппарат 91 года выпуска. 1991 год, то есть где-то его буквально, вот он накануне развала Союза Советского был создан, был выпущен. И видно, что он почти не потасканный, то есть это вам не конвасы, которые были на киностудиях. То есть здесь мы видим, что им мало снимали, почти не снимали. Вот. Мотор стоит синхронный, здесь это мотор 17 АП, 16 АПК с кварцевой стабилизацией скорости. И, ну вот мы видим, что кассета 60-метровая, то есть как бы ну, такая стандартная комплектация. К ним ушли блоки батареи аккумуляторных, вот родные, то есть такие были никель-кадмиевые там аккумуляторы, что вот здесь, что вот 1,5 ампер-часа и 3,5 ампер-часа. Вот. Ставим такую станцию, это от отключающее устройство. Ну и сейчас вот при первом осмотре мы видим, что, ну, во-первых, механизм, если посмотреть, он никак не проворачивается, то есть там клин внутри. Вот если отвернуть мотор, смотреть, что состояние механики, да, то есть что тут, видим, что вал заклинит, и вот я открываю сюда. Еще такой явный дефект сразу обнаружен был, это, ну, сейчас хозяин камеры сказал, что обтюратор сколот, то есть сломан обтюратор и механизм заклинит. То есть вот здесь кассету снимаем. Ну вот рамка тоже видно, что почти не снимали, никакого износа нет. Кассета вроде нормальная, что ей сделается. Ну, видоискатель видно, кстати. Видно изображение, то есть там все целое, но механизм не крутится никак, не крутится. Видоискатель отложим в сторону. И тут надо смотреть, что, наверное, закисла механика. То есть здесь клин. Ну, надо будет разобрать, посмотреть вот механику. И что по электронике? Мотор с виду тоже как новенький практически, в отличном состоянии, но реальность же его вот мы включаем даже в другую. Я уж не говорю про эти батареи, которые мертвы, скорее всего, но опять же не знаю. Я подключаю в свой родной блок, да, то есть вот здесь все здесь работает, питание подается. Значит, пробуем запустить двигатель отдельно от этого. То есть лампа загорается, а мотор не вращается, то есть что-то там, то есть внутри тоже, то есть электроника тоже мотора не работает. Это главная проблема, потому что здесь электронный блок, сейчас мы разберем, посмотрим его содержимое. Здесь платы находятся, отвечающие за синхронность мотора, то есть думает электроника. Ну и соответственно проверим батареи, то есть батареи я тоже возникли проблемы, я вот их накануне заряжал. То есть подключал их к родному зарядному устройству. И как мы видим, вот, то есть звук. То есть здесь ничего. Мы видим, что зарядка идет, даже трещит что-то, а на выходе, если мы подключаем эту батарею к блоку, пробовал, кстати, запускать другой двигатель, ничего не происходит.
Вот, то есть он даже просто не включается. Здесь ничего нет. А малый блок включается, но там тока не хватает. Батарея вот тоже с виду новенький, прям, но видно, что комплект где-то хорошо лежал, но все закисло. Вот здесь вообще. Здесь вот загорается. Ну вот я подключал свой конвас, то есть она не тянет. То есть какой-то ток есть, посмотрим, насколько там батарея нормальная. Потому что я заряжал ее вот в этой зарядке, заряжал на ночь. Ночь, но ничего, как мы видим, особо не тянет. Вот начинает трещать, но тока нету. Ну, сейчас вскроем все это, посмотрим, что там есть, пока отключим. Что есть что, то есть, ну, начнем, я думаю, с механики, это самое главное. То есть разберем, собственно, саму тушку, конвас сам, посмотрим, что там, насколько все страшно. Ну, так, положим газетку. Ну, конвас разбирается не так, как Аймо или КС-50Б, то есть конвас все-таки, конечно, намного проще, чем чисто механические камеры. Те же Аймошки, там уже только Анатолий может это разобрать. Здесь, ну, видно, что да, то есть даже не открывали по ходу. И все на винтах, разбираем. Вот шильдик, 91 год выпуска. Ну, он выпускался, насколько знаю, до 92-го, это модификации. Потом был 8М, там еще какие-то экспериментальные конваса. Ну, их я вот уже не видел, не застал. 2М это последний серийный такой конвас. Общесоюзный. Вот он, крышка на винтах. Причем обязательно, так же как и в Аймо, винты со всех сторон стоят. И один винт с другой стороны, с обратной получается, который фиксирует оттуда. Вот он. Посмотреть, вот будем на всех киноаппаратах так. Для дополнительной жесткости. Открываем камеру, вот конвас открывается. Что-то еще, что ли, держит? Нет, все. Вот две половинки. Тут надо всегда открывать аккуратно, чтобы обтюратор не сломать. Ну вот видим, вот сектор обтюратора. Кто-то сколол. Ну вот здесь я вижу следы отвертки. То есть кто-то пытался провернуть, как я понял, вот этот механизм закисший, он не вращается. Кто-то пытался провернуть за обтюратор. Но что делать нельзя. Там, скорее всего, еще и шестеренку, которая идет червячную. То есть, опять же, сам червяк, точнее, не шестерню, червяк. Возможно, замяли. Но сейчас мы посмотрим, насколько там все страшно. Пока что мы видим, что механизм окислился. Вот здесь следы окисления, а здесь масло загустело. То есть вся эта смазка, это надо все разбирать, перемывать, чистить. Весь механизм смазывать заново. И смотреть. А потом снимать обтюратор. Смотреть насколько. Ну вот, да, он чуть-чуть механизм проворачивается, но очень плохо. То есть там что-то закисло очень сильно. Поэтому, разумеется, когда включали, ничего не крутилось. Будем снимать, потом будем менять обтюратор, юстировать его, то есть и так далее. Это уже следующий этап. Сначала надо механику все разобрать, отмыть бензинчики, бензин калоша и так далее. Все заново собрать. Так, вот по поводу камеры. Теперь смотрим дальше, дефектуем. Что? Так вроде явных таких поломок пока нет. Но может быть внутри есть шестеренка еще будем менять. Смотреть, да.
Теперь смотрим, что мотор. Мотор обещал вскрыть, показать. Хотя, может быть, конечно, там сразу ничего не понятно. Но в таком случае есть электроника. Электронику посмотрим. Может быть, там предохранитель. Сначала проверим. Ну, предохранитель. Он бы вообще не включался, если бы он не работал. Даже не было, лампочка бы не загоралась. Это явно, что ток идет. Как говорится, что-то внутри уже сломалось. Ну, на всякий случай, чтобы вот не быть оленем, проверим предохранитель. Все звонится, то есть проблем нет. Многие вот пытаются подключать моторы к неродным зарядкам. Ну и большинство сейчас к неродным блокам питания, аккумуляторам. И частая ошибка — переполюсовка, то есть полярность неправильная, и сгорает электроника. Ну, на будущее всем совет, с такими моторами работает. Планируется их подключать другим. Вот электроника вся. Замеряют так, берут внешний, скажем, когда подключают другой разъем, допустим, ну делают там XLR или еще что-то подобное, всегда как найти плюс на нем, плюс, где плюс, где минус, да, понять. Тут никакой, как правило, проводах никакой нету, ни маркировки, ничего. Нужно зайти вот в гнездо, выкрутить предохранитель, да, и вот в гнездо предохранителя подключить один щуп, да, этого амметра, да, и вторым найти вот рубашку, вторым найти здесь выход на другом конце кабеля, ну там в обрезанном кабеле или где-то еще. И вот тот, который будет звониться с этим щупом, это и есть плюс. Найдем. Вот боковая обмотка. Так, я подцепил, да. Соответственно, второй кабель минус, там 2 всего лишь. Можно диод сюда впаять для таких односторонней проводимости, диод шотки или что-то подобное. Чтобы уже защиту от дурака сделать, что очень часто переполюсовка и моторы выходят из строя. О, вот который выход, это вот плюс для этого мотора, второй минус, это на будущее мастер-класс. Ну вот смотрим, сколько здесь блоков, да, электроники. Для того, чтобы понять, какой из них работает, не работает, мы возьмем готовый мотор, новый мотор, который однозначно работает, и будем эти платы переставлять. То есть сейчас мы их извлечем. И методом перестановки поймем, в какой плате проблема. Есть, конечно, схема на него, в принципе, она у меня есть, но деталей нету и как бы разбираться некому особенно. Их нет на это пока времени. Поэтому найдем методом перебора, поскольку есть мотор, то есть, допустим, они вот легко выставляются, эти платы. И вот, как вы видите, сколько электроники, да, если посмотреть, да, думают за этот конвас моторчик. Это потому, что нужно разные частоты съемки обеспечить. Вот, то есть возможность их работы. И синхронный ход. То есть здесь находится датчик обратной связи. По сути, это оптопара, которая показывает, во-первых, положение мотора, то есть чтобы он закрывал обтюратор, и положение, и его скорость, то есть выдает, то есть как тахометр, то есть частоту. Он сверяет ее с частотой кварцевого генератора. Сейчас мы кварц тоже найдем здесь.
Где здесь кварцы стоят? Как в радиоаппаратуре. Вот кварц стоит. И генератор кода. Вот мы будем сейчас из другого мотора переставлять методом отключения. Что явного я не вижу тут явного какого-то гари какой-то, то есть следов этого. Ну, как бы, конечно, можно там резисторы, кондеры какие-то проверить, пробиты они, не пробиты. То есть, но они, опять же, могут они в плате быть. Ну, во всяком случае, никакой следов починки, допустим, или какой-то гари я не вижу. То есть, ну, проверить, то есть звонятся, не звонятся какие-то кондеры, это я тоже смогу, но надо сначала определить глобально, в какой из плат это может быть проблема. Вот работает ли сам двигатель, то есть сейчас вообще вначале все платы поставим от другого мотора и будет видно. Вот я со своего рабочего аппарата снимаю. Двигатель. Буду смотреть. Проверяем, работает ли двигатель на этих платах. Пикнуло, значит работает. Все. Двигатель работает на этих платах. Вот горит оптопара. Все, то есть теперь будем методом их перетасовки, отключая блок, поймем, какая из них сдохла. Все, видите, мотор заработал. Проблема была вот в средней плате, Так что отдадим товарищу электронщику. Он посмотрит, я думаю, что сделает на стилографе уже там или как-то. Это будет дальше. Либо я найду, у меня где-то в запчастях подобные были гадюшники. Ну, если с двигателем понятно все, то есть обычно чем больше электроники, тем больше проблем. Всегда. Сейчас с механикой, конечно, сейчас попадет. Сейчас вскроем, посмотрим, что с батареями. Насколько там все живо или умерло. Так, отсюда, да? Ну что там такое? Ё-моё! Срань господня! Здесь вон все белое, вообще разрушившиеся, надувшиеся элементы питания. То есть здесь видно, что закисло, видать, заряженным хранили. Надо всегда разряжать, потом разряжать. Это НКГшки. НКГ аккумуляторы стоят. Смотрим, что тут по заряду. Хотя заряжалось всю ночь. То есть вот здесь вообще вот, ну, я вижу 0. Вообще пробой.
в одном, втором. Вот так, втором. Здесь нет, неправильно поставил. Здесь 1. Должно быть 1,4. Вот, 1,32. Здесь нормально. Вот здесь вообще 0. То есть я вижу, то есть пробой идет. Здесь 0,5. 0,3. То есть некоторые банки, то есть не целые. Но вот эти вот вообще, конечно. Вот мы видим следы окисления. Здесь уже все вытекло к электролит. Вот он заряжается до 0,3. Но это не пойдет. Из этого идет просадка 0,58 тоже. Вот это битые банки. Я думаю, что мы их извлечем и придется новые поставить, новые НКГшки сюда. И эту батарею отремонтируем. Видите, они, каждая подсоединена, здесь интересная конструкция, каждая подсоединена отдельно, то есть каждая отдельно заряжается и измеряется. То есть умная батарея. Но тем не менее она сдохла. Даже такая умная. Теперь смотрим большую батарею. 3,5 ампер-часа. Представляете, то есть сейчас современные свинцовые уже 7, даже может быть 12 ампер-часов такие. Про литий-ионные я молчу. А здесь, представьте, никель-кадмиевая. Всего 3,5 ампер-часа и такая здоровая. Посмотрим, что тут. Тут такие круглые должны быть. Как раньше были Орион или что, как это называлось, не знаю. Юпитер. Батарейки были Юпитеры. Что-то такого здесь должно быть в этом блочке. Типа батареи Юпитер. Ну, посмотрим, насколько они. Наверное, так. Не помню уже давно. Таких у нас не было раньше. На студии были, конечно. Их переделывали обычно под свинцовые, либо, ну, если есть возможность, если там, допустим, все целые, почему бы не сделать. Аутентичная зарядка есть на них. Реконструкция. Вот они, элементы питания. Смотрите, тоже вот, о, тут электролит полился. По Юпитера. Вот такие вот баночки. Называется НКГЦ 3,5,1. 12 вольт. А нет, 1,2 вольта. Вот. Обычно никель-кадмий. Вот какой я выношу вердикт? Аппарат подлежит восстановлению, все можно починить. Каких-то фатальных переломов здесь нет. То есть вот есть вот замена плат, замена обтюратор. Он должен быть у меня где-то в зипе. Механика, батареи, потом последует тестировка, обработка всего на свете. Думаю, что аппарат будет жить. А причина поломки, я понимаю, следующая. То есть механизм со временем окислился, смазка тоже загустела, и он никак не проворачивался. Я так понимаю, пытались включить мотор, и мотор был на заклинившем механизме, и пережгли выходные каскады, видимо, транзисторов, то есть и микросхему, то есть в одной из плат. Вот, то есть пережгли, потому что подавалась нагрузка, мотор не вращался. Вот. А потом кто-то решил провернуть какой-то Конан Варвар, просто Конан Варвар, вот провернуть, причем вот видно, что отверткой пытались даже не сюда, а вот за обтюратор, и по этом замяли там механизм, то есть доломали, то есть обтюратор, добили конвас, то есть, ну, так нельзя обращаться, поэтому лучше профессионалам отдавайте, то есть они потом уже сами не лезьте, потому что обслуживание кинокамер это очень точная, идет точная механика и точная электроника. Но будем чинить конвас, ждем результата, то есть размочим все, пройдемся по всем вещам, и в следующий раз мы с вами посмотрим, то есть что удалось сделать.